Всем привет! Наносим снова штукатурку мы декоративную. И сегодня он прямо такой способ максимально простой. Ну прямо уже вообще, мне кажется, проще уже, наверное, вообще не бывает. Кель мы будем использовать специальную, декоративную штукатурку акрилика, которая сейчас у нас на акции находится, минус 30% до 30 ноября 2022 года. Декоративная штукатурка акрилика, пастообразный состав, он даже в какой-то степени похож на венецианскую штукатурку, но выдерживает слои практически до 1,5 килограмм. Без отслоений, без трещин и также не требует особо идеальной подготовки стены. Конечно, хотелось бы стену шпаклеванную, но не требует. Наливаем, значит, краску, ванночку. Знаете, когда ванночку маляры очень часто используют, бывает она уже в негодность приходит. И вот чтобы ее все время не шкрябать, пакетик одеваем, используем и выкидываем. Будем использовать темный цвет, чтобы вам было виднее. Цвет мы можем заколеровать любой, это к сведению. И наносим на огрунтованную стену, мы наносим праймер или краску влагостойкую. Если вы будете у нас штукатурки приобретать, мы с вами по цене приблизительно посмотрим разницу, что вам будет выгоднее. Знаете, бывает как, люди хотят, чтобы и ведерко, и праймер, ну то есть и штукатурка, и праймер были одного производителя, прямо такие черненькие, красивенькие, или беленькие, красивенькие, с одинаковыми этикетками. Тогда вам нужна штукатурка декоративная и праймер одного производителя. А если для вас внешний вид не так важен, а важен просто результат, то вы можете использовать краску. Краску мы тоже вам можем подобрать, то есть у нас все это есть, и мы по бюджету подберем вам все, что нужно. По ссылкам в описании можно перейти и проконсультироваться. Наносим с помощью валика, как обычно, классика жанра, раскатываем по поверхности стены. Углы и труднодоступные места кистью окрашиваем. Ну и в принципе ничего тут особо больше и нет такого мудреного. После того, как вы нанесете полностью праймер, он сохнет в зависимости от влажности воздуха в помещении, ну, примерно часа 4. Но бывает и дольше. Обращайте внимание, что зависит от влажности воздуха. Так же, как и все остальные материалы декоративные, краски и воски, зависит высыхание от влажности. То есть мы сейчас покрываем и оставляем его полностью высыхать и вернемся. После высыхания праймера мы будем наносить декоративную штукатурку акрилика. Напомню, что она сейчас по акции минус 30%, одно и то же, как сорока, повторяю. Минус 30% до 30 ноября 2022 года. Наносим ее колерованную. Вот такой вот материал, уже показывали, но еще раз покажу. Пастообразная, совсем не зернистая. Штукатурка на акриловой основе, из которой можно наносить очень красивые тонкослойные покрытия, ну, даже что-то типа, может быть, мрамора, типа под венецианку. И также фактурные тоже можно. Наносим слой достаточно плотный. Сейчас вы поймете, почему. Почему плотный. Углы, как обычно, все не забываем прорабатывать, не оставляем пустых углов. Очень хорошо тянется, эластичная, удобно наносится. И далее мы будем использовать кельму. Кельма есть вот такая, дешевая достаточно, 500 рублей. Она у нас в упаковке, мы ее не трогаем. Мы возьмем кельму подороже. Наносить будем вот такой кельмой. Но мы далее ее со скидкой продадим. То есть кельма помоется, и будет сказано человеку, что ее один раз использовали для ролика, и на нее будет скидка. Кельма, мармарина. Это не реклама, ничего проплачено. Просто у нас есть он в наличии. И вот этой вот кельмой постараемся сымитировать что-то типа волны.
Можно рукой вот так двигать, а можно не двигать. Можно делать в правую сторону, в левую. Смотрите, как удобно. В обе стороны можно. Я сейчас выровняю и сделаю в одну сторону. Очень подойдет для акцентной стены. Очень подойдет. Такой образец, такое нанесение. И все-таки я буду рукой двигать. Мне так почему-то спокойнее. Что-то типа волнистых таких вот линий. И наносим следующий участок. Кельму периодически моем, чтобы она была чистая. Соединяем два участка между собой. Очень хорошо, если вы будете наносить это вдвоем, если у вас нет опыта. И снова берем кельму и волнистыми движениями проводим. Здесь вот маловато, я добавлю. В одном месте маловато, мне кажется, вот так добавить хочется. Следующий участок наносим. Чем гуще будет слой, чем толще, вернее, будет слой, тем объемнее будет вот эта фактура. И заканчиваем последний участок в нашем случае. И оставим сохнуть на сутки. Нанесли последний участок и все, и заканчиваем. Здесь в чем плюс? В том, что нет никакой логики, то есть линии идут. Они, конечно, будут и прерывистые местами, тоже ничего страшного. Вот видите, вот обрывается. Так, я предлагаю оставить вот эту мазню. Мазню оставляем и попозже еще, когда она высохнет, чем-нибудь ее покроем. Ждем. Полностью высохла штукатурка. И мы ее по верхам покроем вот такой вот бриллиантовой лазурью. Посмотрите, искрящееся золото. Она у нас также в наличии, можно ее заказать. Это жидкий состав. Что я сделаю? Мне нужен тонкий-тонкий слой. Или на крышку ведра, или я возьму вот такой пэд, и на него я нанесу лазурь, размажу, грубо говоря. То есть, чтобы тонкий слой был. Размажу потоньше и губкой аккуратненько, то есть немного совсем нужно. То есть возьму вот так на губку небольшое количество и постараюсь только по верхам, еле-еле касаясь, верхушечки позолотить. Вот так. Сильно не давим, потому что во внутренности попадает. А хотелось бы, чтобы максимально было по верхам, только по гребешкам. Хочу также повториться, что это один из самых легких способов нанесения, когда вы используете специальный инструмент, вот такую кельму, которую мы наносили. Кельма-волна называется. И губочка жесткая. Штукатурка декоративная. Здесь у нас расход получился, около, наверное, 200 кг на квадратный метр. А вот у лазури даже 50 грамм на квадратный метр не будет. То есть совсем небольшое количество лазури. Лазурь также есть и серебро, если кому золото не нравится.
Я хочу также отметить, что этой кельмой можно сделать что-то типа 3D-панелей, если использовать штукатурку более грубую и пообъемнее наносить, вот жирный прямо слой нанести, и вот эти волны будут что-то похожее на 3D-панели. И если мы наберем 1000 лайков, то мы снимем этот способ нанесения. Постараемся для вас. Вы для нас, а мы для вас. И также, чем объемнее рисунок, тем больше видна вот эта верхняя позолота. Ну вот, в принципе, все. Готовый вариант. Лаком можно покрыть, можно не покрывать, поверхность не пористая, легко протирается. А в промежутке хочу передать привет Наталье из города Казань. Они сегодня приезжали со своей семьей, с мужем и с маленьким ребенком. Она начинающий, ну скажем так, мастер. Только-только, видимо, находится на старте, и они к нам приезжали, ну, смотрели, выбирали, знакомились. В общем, вот как-то так. Привет, Казань! Ставим лайк, подписываемся на наш канал. В описании по ссылкам можно заказать декоративную штукатурку. Мы поможем вам выбрать в режиме онлайн и найдем способ, как довести до вас товар. У нас есть несколько транспортных компаний. Всем спасибо и пока!